Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. В этом видео я покажу вам очень крутую сборку ПК на новейшем B550 чипсете, который с горем пополам наконец-то доехал до магазинов и стоит, как и ожидалось, конских денег. Но за что именно мы переплатим, поговорим чуть позже. А в конце видео мы также посмотрим, на что способна эта сборочка в CSGO, чтобы иметь представление, какой FPS вы сможете получить. Ну а перед тем, как мы перейдем к нашей сборке ПК за 100к, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы точно не пропустить самые годные сборочки ПК. И начнем мы сегодня, пожалуй, с материнской платы на новом чипсете B550. По такую крутую сборку за 100 тысяч рублей я выбрал одну из топовых моделей. Это Asus TUF Gaming B550 M+. Найти ее сейчас легко можно в Ситилинке всего за 13 170 рублей. Что, кстати, на порядок дороже, чем аналогичная плата на более старом чипсете. А именно Asus TUF B450M Plus Gaming, которую сейчас свободно можно купить за 7730 рублей. Поэтому давайте немного разберемся, за что именно мы будем переплачивать в нашей сборке ПК за 100к. Ну а я хочу напомнить вам, что все ссылки на комплектующие находятся в комментариях, и их оттуда никто не убирал. Ну а при первом осмотре двух этих плат без радиаторов в глаза отчетливо бросается питальник процессора, который явно получил апгрейд. В новой материнской плате на B550 чипсете уже установлено 10 фаз питания, которые работают по схеме 8+2. Тогда как в модели на B450 чипсете их было всего 6. Все эти 10 фаз новой материнской платы работают на мосфетах Vishay Siliconics SIG639. Как правильно читается это название, я толком и не понял, но надеюсь, прочитал правильно. Такие мосфеты Asus ставит уже не в первый раз. Например, в материнской плате Asus Prime X570 Pro использовалось точно такое же решение. И получается, что мы переплачиваем не просто за цифру в названии чипсета, а платим исключительно за более мощный продукт. Плюс ко всему, как и во всех материнских платах на B550 чипсете, у новинки появился второй разъем под M2. Жалко только, что всего один разъем работает с процессором напрямую. Второй же имеет более медленную скорость и работает через чипсет. Но, к сожалению, такое решение сейчас сделано во всех материнских платах, и с этим просто ничего не поделаешь. Также Asus немного обновили звуковую карту, и она теперь обзавелась цифровым аудиовыходом. В общем, переплата полностью оправдана и стоит каждой копейки. Ну а так как у нас уже более крутой питальник в среднем сегменте, то и ставить в него мы будем не какой-то Ryzen 3600. Для нашей сборки игрового ПК я выбрал отменный процессор AMD Ryzen 7 3700X, которого с головой хватит под любые ваши нужды. На нем вы спокойно сможете как играть в игры на полных ультрах, так и свободно делать стримы без каких-либо фризов. Также на нем вы сможете спокойно монтировать видео, заниматься работой с графикой и в общем делать абсолютно все, что захотите. Так как за свои 23 690 рублей это лучшая рабочая лошадка, которая удовлетворит все ваши потребности. Правда, для этого ему понадобится годная видюха, но к ней мы перейдем чуть позже. Ну а вы пока напишите в комментариях, что вы вообще думаете о 8-ядерных процессорах AMD и в целом про новый чипсет B550. А я тем временем уже подобрал один из самых выгодных и неплохих китов оперативной памяти под наш Ryzen 7 3700X. Это все те же хорошие планки HyperX Predator с частотой 3200 МГц. Отличительной особенностью этих планок является неплохой разгонный потенциал. Если вам повезет на удачные чипы, то эта память сможет взять 4000 МГц, при таймингах, которые вы сейчас видите на экране. Ну а ребятам из нашего дружественного канала Old PC Gaming удалось разогнать не самые удачные планки до 3533 МГц, при таймингах 18, 20, 20, 38. Но даже такой результат за 6790 рублей, на мой взгляд, вполне неплох. Под радиаторами у этих планок стоят весьма неплохие банки от Hynix, а именно Sedai, которые в большинстве случаев покоряют очень хорошую частоту в разгоне. Ну а если вы не собираетесь заниматься разгоном, то и 3200 МГц по XMP будет вполне достаточно для нашего игрового ПК за 100 тысяч рублей. А охлаждать наш процессор мы будем самой популярной башней 2020 года Deepcool Gammax 400. Я выбрал версию с синей подсветкой, но вы спокойно можете взять любую другую в том же Ситилинке. Всего за 1580 рублей она спокойно удержит нашу температуру процессора в допустимых рамках. Но про хорошую обдувку внутри корпуса забывать не стоит, так как у нас явно не бюджетная сборка и греется все это железо намного больше. Поэтому соберем мы всю нашу сборочку в корпусе Zalman i3 Edge за 3280 рублей.
У этого корпуса есть свой козырь, с ним в комплекте идут сразу 4 кулера, которых вполне хватит для хорошей продувки нашего восьмиядерника. Да и в целом внешний вид у него достаточно красивый, а цена за халявные 4 кулера уж очень сладкая. Можно было бы присмотреть корпус более достойный такой дорогой сборки, но я решил больше бюджета влить именно в видеокарту, чтобы вам не пришлось бежать за новой в магазин через пару лет. Так как с этим офигенным некстгеном половина нынешних видюх точно придется выкинуть на свалку. Особенно это заметно в трейлерах новых игр, где графика значительно стала красивее, чем раньше. А ведь это только начало, и дальше будет все больше и больше требований к железу. Ну и наконец-то мы подошли к самому главному компоненту, который отрисует нам заветные 300 кадров CSGO. Это слепленная из 3 кулеров GeForce RTX 2070 Super в исполнении Gigabyte. На мой взгляд, это одна из самых удачных видеокарт, которую вы себе можете приобрести прямо сейчас. Ее производительности хватит за глаза для любой игры в Full HD, а также она может похвастаться очень неплохим фреймрейтом в 4К. Ну и плюс ко всему она поддерживает трассировку лучей, что, кстати, и является одной из главных фишек Next Gen игр. Так что смело берем ее за 41 370 рублей и готовимся к выходу новейших игр уже в конце этого года. А если ваш бюджет не позволяет взять версию Super, то можно чутка сэкономить и купить обычную. А я тем временем хочу показать вам самый лучший блок питания, который только можно поставить под это железо. Это Seasonic Focus Plus на 550 Вт с модульным подключением проводов и офигенным платиновым сертификатом. Такой блок с легкостью запитает наш прожорливый Ryzen и нашу топовую видеокарту. Но за все хорошее нужно платить, поэтому за него нам придется отдать 9750 рублей. Но эти затраты позволят спать вам спокойно по ночам и не думать, что с вашим компьютером что-то случится. Ну и накопитель я выбрал самый обыкновенный VD Green на 240 гигабайт. Так как я не знаю, под какие цели вы будете брать такую сборку и какой объем вам нужен. Так что просто для галочки добавим его сюда за 2590 рублей. Но вы всегда сможете выбрать больший объем, например, от той же фирмы Western Digital. Итого такая сборка на B550 чипсете обойдется нам в 102 220 рублей. И теперь пришло время посмотреть, на что способна наша сборка аж за 100 тысяч рублей. В CSGO мы получим стабильные 300 кадров в среднем, с просадками до 120 при заходе в дым. А иногда счетчик кадров и вовсе уходит за 500 FPS. Так что вы спокойно можете подключить к такой сборке любой монитор на 144 Гц и получить небольшое преимущество в CS. Ну а на мой взгляд, это лучший игровой ПК, который можно собрать за 100 рублей, так как его мощность стоит каждой потраченной на него копейки. Ну а вы обязательно напишите в комментариях, что вы думаете про такую сборку. Также хочу напомнить, что вы всегда можете задать мне любой вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!